Главный Мгм. ужас вот для меня, например, это то, что вот вы правильно сейчас сказали, это то, как вы издевались над сознанием людей. Вот как вот этих людей Ох, вернуть, я даже не представляю, в орбиту какую-то нормальных отношений, нормальных человеческих чувств каких-то. Они преисполнены ненавистью люди, они вот мало того, что их сам организм этот проедается вот этой вот ненавистью, она конечно. как кислота там она сжигает все. Вот. Больше того, они просто опасны, эти люди, как бы становятся. Это самое, понимаете, как красота инкогнито. Вам так идет эта масочка, Здравствуйте. она на вашем лице, знаете, выглядит как вот такое пикантное какой-то фрагмент, как белье эдакое какое-то такое, понимаете. Ох, Очень очень эротично, очень, невозможно просто. спасибо. Очень Да. приятно. Си что с Как что с как ваши как мы же успехи? Я ну, помню, такие уж, мы с вами как-то да, встречались, зимой перед Новым годом, и вы даже тогда так? вы мне рассказывали про мандарины, как их правильно надо выбирать. Даже так? Интересно, интересно. Да, Нет, я уже не я ну помню, что вы, поправьте меня, но, по-моему, повар. да-да-да-да, было такое, да, Да, вот был, видите, у был. меня хорошая память. Молодца, 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 какая прелесть. Ну и приятно чертовски, что кто-то помнит о каких-то фрагментах Ну, конечно. незначительных таких. Вы знаете, приятные, Ну, понимаете, да, да. не обязательно помнить все неприятное, лучше помнить что-то приятное, согласитесь. Конечно, конечно, ну, память человеческая такая очень тоже, знаете, избирательная. Это Человек бывает даже согласна. Ой, так как неужели? он молодой, там все прочее, знаете, он всегда помнит хорошее всегда. Поэтому меня вот всегда удивляет, когда вот дети войны, там, знаете, прочее, они все равно у них какое-то детство, свои игры, там, свои дела какие-то, несмотря на то, что кругом там неприятно. Да, я с вами Да, согласна. Безусловно, на любого человека даже вот война откладывает свой отпечаток, но, да. а, на как ни странно, но дети лучше и быстрее как-то адаптируются к этому. Вы не находите? Ну, да, наверно, потому что сейчас то у нас как бы нет, ну, одна надежда, что что-то какое-то поколение не сможет впитать. Вот, ну, у нас сейчас государственная политика немножко другая, как бы все из людей пытаются сделать свиней там таких. Вот. Поэтому молодежь отбивается. Вот сейчас пошла вот эту пружину сжимали, знаете, вот украинизации, как бы, да, она русскоязычных людей тут прессует по вот этим крупным городам индустриальным, промышленным. Там Харьков, Одесса, Киев, там все, там у нас же как бы имперский всегда язык был, как бы, то есть русский. Так, Вот. А тут, так и Днепропетровск у вас, насколько я да, тоже помню, да, то да, да, было все это. Потом вдруг это все дело начали сжимать, уничтожать, книги не разрешать. Это все ввоз из России книг прекратился, потом даже церковные книги прекратили ввозить. Потом уже уже и начались какие-то там акции, там и чуть ли не переработка, сжигание, все, то есть все это школы закрывались, театры. Русские театры закрывались, переходили на украинскую мову, все артисты тоже переучивались, там все. Вот, все это пружина сжималась, а потом вдруг резко она начала идти в обратную сторону. То есть, как обычно, все запрещенное начало быть популярным, и протест, то есть люди видят, что жить хуже, вот дети во всяком случае, что жизнь не улучшается, что огромное количество сумасшедших только по улицам бегает, там пристают. Чего ты размовляешь москальском? Вот. И в ответ просто они начали, смотрю, употреблять больше, чаще и как бы интересоваться. И музыка, и интернет-ресурсы, и все запросы в Google в основном на русском языке. Вот и результат. Да, и знаете, мне кажется, это еще связано с тем, что, а, невозможно человеческому организму, человеческому мозгу и вообще вот как бы психике постоянно жить в состоянии вот этой вот злобы, ненависти и, вот этого вот постоянного Стрессе, да. адреналина, кортизола, да, вот этого вот. То есть вот
Ну, это невозможно. Человеческий организм просто Да, 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 изнашивается. да, Да, и, в конечном конечно. итоге либо, Да, простите меня, пожалуйста, либо, rest in peace, да, либо да, да. дурка. Кондратий, да. Да, Ну, да, 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 да. поэтому, Ну естественно, вот, происходят вот ну, эти вот судя, защиты. да, защита, по всей видимости. Потому что, здесь же встречаешь людей вот уже таких, в возрасте, таких седых и прочих, уже там вот советские люди, казалось бы, да. Но они вот погруженные в эти условия, они или из-за страха, или из-за чего, я не понимаю. Но они прям так пропитываются этими идеями такими нацистскими, что прям караул. Да. Вот это я с вами согласна. Для меня это вообще большая загадка, потому что, Парадокс. да, я объясню почему. Потому что у них-то был как раз доступ к различным вариантам истории. Они, в общем-то, выходцы советской школы. У них были, возможность изучать ту историю, как бы, которая была. И как раз, знаете, мне вот как раз непонятно, почему так легко эти люди отказались от всего того, что им давали. Перешагнули. Да, перешагнули все те знания, которые им давали в детстве. То есть, по большому счету, для меня, например, это показание того, что, человек, знаете как, он отрекся и Мгм, отказался, и, я бы даже мгм. сказала, может быть, в каком-то смысле, обесценил Предал, все да. свое прошлое. Да, прошлое. То Да, есть, да, да, да. возможно, даже своих учителей, своих, может Да. быть, родителей, или если не Родители, родителей, то да, бабушек, прародителей. дедушек, Да, то сто прародителей. процентов. Да, вот этот Ну, момент мне и непонятен. я допускаю. Это, кстати, серьезнее в дальнейшем это серьезнейший предмет для исследований. Это очень серьезнейший, потому что эти технологии- это просто вот уму непостижимо. Я допускаю, что, например, какое-то количество, обиженных на советскую власть какие-то вот были наверняка, которые вот может быть, они по своей природе какие-то активные, коммерческие, как бы такие все из себя, а советская власть вот все-таки сдерживала вот эту ситуацию, то есть не давала разрастись, так сказать, вот там статьи были за спекуляцию, там, за форцовку, то есть я уверен, что кто-то обиженный был, и потом вот эти разговоры, что а вот у нас, вот ты не знаешь, а у прадеда была лавка там какая-то, а вот это была мельница, зажиточный, та-та-та. Чушь собачья, потому что в 20-х годах всех зажиточных обезжирили, как бы кто сопротивлялся, того не стало. Это как бы история. Но еще пугает то, что эти седые люди видели своими глазами и слушали рассказы людей, которые вот были в Великой Отечественной войне, Да, участники тогда. Я же помню, я тогда еще сидел с ними за столом, я топил лимонад, они выпивали, потому что это были 50-летние люди еще. То есть ну, конечно. вполне еще это самое. То есть я на данный момент старше даже их, получается. И вот это, конечно, ужасно. Но по факту я сидел маленький за столом и слушал эти рассказы, слушал воспоминания разные. Вот. И вот эти люди, ну, послушав это все и увидев, все равно купились на вот эти все вот жвачки, на вот эти все иностранные. Потому что нам с какого-то 80-го года начинали внушать, что все западное- это вот образец качества и лучшего, как бы, да, а все отечественное такое сыромяжное, такое Ну и домотканное, такое, да-да-да, знаете, то, что называется, знаете, демонизировали вот что, было к возле них. сожалению, Да, к и, сожалению. конечно, приукрашивали, знаете, как говорится, налепляли вот эти вот, стразики Да, и да, да, бантики да, и да, упаковывали в да, красивую бумажку. Вот то, что да. было на западной границе. Ну, слушайте, да, Да, увы, мы, к сожалению, вот сейчас видим результат этого. Ужаснейший результат. ну да. Главный ужас даже не в том, что, вот в какую ситуацию погружена, такая страна, как Украина. Главный Мгм. ужас вот для меня, например, это то, что вот вы правильно сейчас сказали, это то, как поиздевались над сознанием людей, то, как изменили, людей, которые потом, в конце концов, вы знаете, если они не очень еще старые, то представляете, как им потом выходить снова
То есть, перелом будет в другую сторону. Это же, Нет, понимаете, это он уже не состоится, к вы сожалению. думаете? Да, он уже не состоится. Это вот так горстка людей, которые так вот с кирпичом в кармане. Ну, Теперь получается все, что не произошло, вот даже если мы начнем фантазировать, например, вот, ну, грубо говоря, приходит Красная Армия, там опять в Кумачи, опять 1 мая, опять 9, а вот этот человек будет с той же георгиевской лентой, но про себя он будет клять все и проклинать, и там: "Вот раньше было время, я там, ага, а ну, теперь слушайте, что же знаете, ты? есть же Опять рубли". Понимаешь? да, есть же выражение, слушайте, улыбаясь с фигой в кармане. Ну, есть же такое Да, да, выражение. да, да. Ну, Понимаете, конечно, конечно, нет. оно не сейчас придумано, оно было еще, как говорится, со Ну, времен. ужас наш, да, ужас нашего вот бытия сейчас как раз в том, что вот, вокруг тебя было огромное количество твоих друзей, ты считал, что они друзья, а Мгм. потом выясняется, что у вас там как бы не совсем совпадает, точки зрения на многие вещи, и до серьезной ругани. То есть я допускаю, что если бы, например, многие знали, где находится эта дача, где я сижу, как бы, то многие бы меня бы и выловили бы для таких, так сказать, экспериментов всяких. То есть, и я имею в виду даже, как-то мне мозгов никому не говорить вообще, где, в каком направлении я строю себе домик, как бы, понимаете? То есть так люди знают, что я куда-то уезжаю на лето, а куда- никто не знает. И слава богу, потому что Ну, тогда я, например, берегите да, себя. но стараюсь, ну, как бы, все равно судьба догоняет. Не меня, так и родственников вот уволокли сейчас на фронт, представляете? Ужас. Шпалеют. Это вот как Ужас. раз вот эти вот, как это, ТЦКшники или это ТЦКшник, да-да-да. Да, ТЦКшники? да. Да, Я то есть просто, знаете, как, парень долго-долго. я просто, знаете, буквально сейчас вот разговаривала, с вашим, как говорится, одна, как это Ну сказать? да-да-да, однопроживательным на одной территории. Это Да-да. соотечественникам не Кстати, хочется называть ну этих людей, да. ну, вот он как раз меня уверял, что это очень, редкое явление, вот эти Да, вот да, бегания абсолютно. цикашников. Да, да. То есть сначала это где-то проходило, вот, ну, как тут же все тоже поделено на сорта, на сортность как бы. Есть, например, Юго-Восток весь этот, который, да, который Ну, не это вы имеете в считается виду за Одесса, людей. Николаев, вот, Не-не-не, это Одесса еще так более-менее там с Николаем. А вот и вот Донецкий, Луганский, еще вот эти вот огрызки, которые остались. Ага. И все, что там Криворожье, там Запорожье, вот это все. Вот. Сначала там активная эта ловля была. Потом Мгм. вдруг с ужасом я обнаружил, что она переместилась на запад. То есть, казалось бы, среди этих всех вельмоповажных, так сказать, всех этих западынцев, тоже как свиней начали хватать и кидать в бусик. Они точно так же визжали и нервничали, как и запорожские, как бы. А потом я с ужасом начал удивляться, что в крупных городах начали, там Днепропетровск, там, ну, Винница, там всякие там, да. А Киев был абсолютно чист, мне ничего подобного не происходило. Я еще думал, вот хорошо, что я хоть в столице проживаю. Думаю, может быть, тут боятся, что окажется какой-то, например, там, журналист там или рядом, или там запечатлеть, чтобы, не дай бог, там как бы не разрушать эту картину, что все-то добровольцы, все Мгм. очень хотят убивать москалей, как бы вот. Мгм. А потом это начало появляться и в Киеве активненько. О, Но я в глухом рабочем районе. Там у нас небезопасно ходить и, и в ни мирное в это каком время. виде. Да, ни в форме, ни в прочее. Такие сидят с пивасиком такие люди, им терять нечего, кроме своих цепей. Вот. И я так это думаю, как хорошо, что я в такой дыре-то живу. Вот. А потом мне вдруг, значит, я вот так одичал тут в деревне в своей, как бы возвращаюсь на зимние квартиры, и Мгм. меня начинают окружать мои товарищи все и говорить: "Слушай, я ночевал в ТЦК". Я говорю: "Как?" Он говорит: "Да, меня прихватили". Я: "И что? О, там кормят хорошо". Я говорю: "А вот эти решетки были на окнах?" А человек говорит: "Нет, не было". "Так там окон нет, это подвал". Я говорю: понятно". То есть без окон, без дверей, грубо говоря, помещения такие вот. И вот это самое, да, и вот они мне начали рассказывать, что их всех ловят.
по много раз. То есть он уже эту бумажку засаленную носит, показывает, что он судимый, наркозависимый, там все у него там полный комплект, там у людей есть для таких случаев как бы. Ну вот, ловят. Слушайте, но это пока, понимаете, как вот это вот, так скажем, отмазки, они еще до какого-то времени будут действовать, а потом, мне кажется, даже и это уберут. Ну, если Я я со я мо как-то так в моей жизни, вот мой год рождения, этот 66-й, он такой очень странный. Все время, как только подходит какой-то рубеж к чему-то, выясняется, что у нас особенные, как бы мы, мое поколение как бы особенное. То есть мы являемся демографической ямой очень большой, так сказать. Это наши родители до военного, так сказать, года рождения, поэтому их не так много, как бы, и поэтому как только пришло время идти в армию, значит, 18 лет, выяснилось, что набирать-то неоткуда. И в советское время нас всех сняли с институтов, отсюда. То есть мы пошли служить, вот вдруг чуть даже не прекратили дедовщину в армии, потому что в армии собрались одни студенты. Ну, а, мне как бы студенту, какая мне разница, зачем мне это вот это издевательство или вот эти все какие-то, знаете, игрища эти идиотские. Так, ну, оно мне не нужно, я себе пошел где-то в уголок, да сплю там, господи. То есть из меня дедушка никакой, как бы, да, вот, ну, грубо говоря. задачи Но задачи нас чуть не задачи и цели прекратили. другие. Да, да, абсолютно. Мне бы как бы там набить брюхо и там и меньше работать, где-то отдыхать, сидеть. Вот это вот. А вот чтобы смотреть, как человек там мучается, там издеваться над кем-то там, или тратить время на то, чтобы вставать среди ночи, ходить их терроризировать. Да нахрен мне это надо все. Ну Ну, вот. просто да, дело в том, что, То есть, обычно это делают люди обиженные и, да, 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 ущемленные. да. Да, да, да. Ну вот, сельские ребята, они, например, у них эта армия — это единственное впечатление в их жизни, самое такое важное. Поэтому для них это очень важно, и для они вот эти 2 года насыщенно очень проводят. А моя наза я же мне как только вручили документы, что я уволен, то даже практически купил там, за 2 билета на футбол. Слава богу, шел матч какой-то там дикий в Киеве, приезжала Бавария там играть, какой-то футбольный клуб, как бы, и перед всем полком, значит, сообщили, кто достанет билеты, первый дембельнется. И вот я достал через сестру, так сказать, по блату 2 билета, показал их, и они мне говорят: "Давай". Я говорю: "Нет, сначала документы". И всё, они мне дают документы, и я вот в чем я был, я шагнул за ворота и бегом побежал на этот самый, на транспорт. Просто в чем был. То есть я никаких там ни зубных щеток, ни дембельских альбомов, ни начесанных шинелей там дурацких, ничего. Вот как был, как стоял, так и побежал за ворота. Вот, мне это вот тут это было за 2 года. Вот. Так я к чему? Как только подходит какой-то рубеж, какое-то время, обязательно мое поколение в какую-то вляпывается историю. Вот сейчас, в 60 лет можно будет из этого концлагеря уехать, как бы, в каком-то направлении, А, в любом, собственно говоря. Но как только подойдет этот возраст, это время, то есть это скоро уже, через полгода, да, в моем случае. мгм. Обязательно придумают какой-нибудь указ в 65, скажут там, или давайте в 70, давайте еще оттянем. Людей не хватает на фронте, давайте пенсионеров тоже разбирать на это все мероприятие. Обязательно какая-то гадость будет. Я не Слушайте, ну, сомневаюсь. это самое, и в другую сторону могут тоже подвинуть возраст. А это, ну, это, слушайте, ну, это дело молодых. Но Да, да-да. мы же как-то, мое поколение в Афганистан уходило в 19 лет, ничего, никто не жужжал. Ну вот и здесь могут то же самое. Тем более, знаете, сейчас эти, как это сказать, политтехнологии, и манипулирование, человеческим сознанием настолько, шагнуло вперед. И сейчас, кроме того, Поколение. знаете, да, сейчас выращено такое поколение, которое мало думает, но много чувствует. Да, но И сильно эмоционирует. И в связи с этим делает соответствующие действия, которые, как выясняется, производятся для кого угодно, но только не для них самих. ну, я себе мало представляю их там активными вояками, но в Какая 19-18 лет разница? Вы поймите, это воевать же... намного легче, чем старше. Вот, я даже встречал
здесь в рулетке подводника, и он говорит, вот этот страх, он начинается после того, когда у тебя появляется семья, там все такое. То есть вот он в подводной лодке служил, когда был на срочной службе, потом подписал контракт. И вот он смотрел на окружающих, и он говорит, а вот 35-летним, 40-летним уже как бы там было здорово сидеть в этой жестянке. Хотя это большая красивая лодка со стадионом, с мини, там, то есть у них там все шикарно. Ресторанное меню 24/7 буквально, потому что, оказывается, у них там вахты, все. То есть очень интересно рассказал все. И вот он говорит, я, говорит, ничего не боялся. Я бегал там, слушал, как шумит вода, там забортная, там все. То есть короче, он день там лазили по этой лодке, им нравилось все. Вот. И он смотрел на тех мичманов, которые уже семейные, которые у тех, да, был в глазах ужас по некоторым там Потому что, ну, ситуациям, да. безусловно, потому что люди, во-первых, имеют личный опыт, Да, погружения и так далее, да. плюс им есть чего Есть что терять. терять. Да, Да-да-да. конечно, А этим а это абсолютно, да. здесь, да, здесь, как говорится, знаете, как говорится, ам, чем ярче эмоции, тем Да-да-да-да-да. да. Ну, единственное спасает, что, конечно, нынешнее поколение ни портянку не замотать, ни костер распалить, они это не те ребята уже, конечно. Ну, я за всех не буду говорить, я имею в виду вот тех, которых я наблюдаю, так сказать, в городе Киеве, как бы. Это нет. Но зато они преуспели в технологиях, и под них как раз сейчас и подводят вот эти все дроны, вот эту всю Да, хренотень, эту всю конечно, да, конечно. пластмассовую, как раз под вот эти вот шпили-вили, вот эти игры на компьютере. То есть вот все это, то есть то, о чем говорили фантасты, сбылось. То есть вот эти вот навыки игры вот в доту и прочее, а теперь это будут роботы, биороботы, будут какие-то там аватары, там кто там будет теперь бегать на поле, непонятно. Ну, Только факт остается фактом. знаете, как говорится, все равно, чем бы он ни управлял, гибнут-то все равно люди, Мгм. понимаете? Вот это Ну, в итоге, да. Поэтому у меня даже вот фантазии абсолютно нет, как это все может закончиться. Представления не имею. Ощущение, что так взялись за нас настолько плотно. Я вот когда услышал, что там Иран, там думаю, ну, господи, может быть, хоть ослабнут немножко эта хватка за горло западная, это немножко ослабнет, и, может, как-то вырвемся. Нет, нифига. Там все еще заворачивается, еще туже все этот узел весь этот. Потому что с помощью вот этих вот обоюдных обстрелов здесь пытаются поднять, так сказать, ну, как обычно, оно не очень у них хорошо получается, но вот почему-то у кого-то представление, что если город будет в руинах, например, Киев, да, то вот нация, это такое слово такое, значит, очень модное сейчас у нас тут, мгм. да, она сплотится и, наконец, даст отпор москалям. То есть уже не будет никаких вот таких вот коллаборантов, как я, которые вот считают, что это катастрофа вообще, Увы, вселенская абсолютно. увы, да. И самое ужасное еще в этой ситуации то, что вы правильно сказали, буквально там за бортиком сидят люди, которые просто вот платят деньги, а, Потирают лапки. да, потирают лапки, зарабатывают, возможно, деньги. Да, А вот буквально конечно. через поребрик, да, Мгм. точно такие же люди просто М. кого-то вытаскивают, кто-то сам идет, но их просто вот в этот конвейер запихали, и у них им некуда деваться, и они вот просто вот, знаете, как говорится, вот как вот на этом конвейере к Да. машинорезке вот к этой, подъезжают и Да-да-да-да-да. все. Или, да, грубо говоря, начнешь дергаться, или свои застрелят в итоге, или, то есть выбирай как бы. Ну, вот уникальные абсолютно происходят вещи. Мы живем в очень интереснейшее время, но оно невероятно травматичное, будем так говорить. То есть это все было бы, конечно, приятно наблюдать в какой-то микроскоп за этой жизнью, как бы, но когда ты находишься внутри этой всей истории, очень грустное обстоятельство. Не то Спасает с только ужас. Спасают абсолютно, ну, буквально огромное количество на таблетках сидеть людей. То есть я вот смеялся над американцами, которые на прозаке каком-то там постоянно. То есть сейчас уже новое что-то.
То есть большая половина населения жрет антидепрессанты всякие, горстями просто буквально, чтобы хоть как в каком-то быть в состоянии. То есть вот эти все, радостные улыбки, вот это все эти вещи, это все не из той серии. Когда ты работаешь 12 часов и на двух работах, чтобы как-то хоть с концы с концами свести, тебе далеко не так весело как. Ну да, еще при этом, надо умудриться выжить, чтобы тебя те же хотя бы ТЦК никуда не утащили. Вот, ну, Ну да, если об этом, да, да, ну да, да-да, если да. вспоминать начало нашего разговора, Конечно. То да. есть вот, я хорошо, мне вот вполне достаточно вот, общения с вами, как бы вот этого вечера, вот, ну, так сказать, вот этого контакта мне достаточно, то есть мне ничего больше не нужно. То есть у меня есть за окном есть, соловей, который там чирикает так, что прямо не оторвать это самое. Сейчас послушаю, интересно. Есть, ну, наверняка он там работает уже, да, он. Ну, Вот, разумеется, то уже есть, уже да. его время. Конечно, я сейчас возьму сигаретку, выйду на порч на свой, это, так сказать, который вот впереди, так сказать, место перед домом, и буду наслаждаться. Вокруг тишина, заповедник, ни единой души, в радиусе нескольких километров никого. Дорога к моему дому заросла травой по пояс. Я ее раньше как бы убирал, а теперь подумал, ну и оно и к лучшему Оно и как к бы. то я только хотела сказать, Да. оно лишние Да, следы не да, показывает. оно и хорошо. Да. Хорошо, что не сюда уже заросла, да. Вот. А зимой, когда, значит, начнет сыпать снежок и нужно будет активнее топить, я соберу вещички и вернусь обратно в город, так сказать, Ну с да. этими, с ведрами всякой кимчи, там что там я там на это самое, Ой, на огороде там произведу, да, хорошо. ну Вот. что ж, Так что, да, дорогая. хорошего вам вечера. Берегите себя. Спасибо, дорогая. Ну, Вот. стараемся как можем, да. Да, берегите себя, но я имею в виду, в смысле, как беречь и физически, Всё понятно. и психологически, и ментально. Вот. Потому что, Ну, конечно, это ситуация настолько вот как бы сложная. Вы правильно сказали, люди и антидепрессанты принимают, и да, кто-то слетает, вот, как говорится, что называется, с да. катушек. Всякое бывает. Ну, побухивает, да, активненько. Да, Ну, да, как. и это тоже, если не сказать еще более тяжелое, что-то люди принимают. Да, 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 Вот. да, да. Ну, Ну, что так делать, хочется, такая чтобы жизнь. побыстрее к вам все это вот вернулось, и Ну, здравый ну, смысл мира и все это. я не понимаю даже, с какой стороны подойти к этой ситуации. Вот как вот этих людей Ох, вернуть, я даже не представляю, в орбиту какую-то нормальных отношений, нормальных человеческих чувств каких-то. Они преисполнены ненавистью люди, они вот мало того, что их сам организм этот проедается вот этой вот ненавистью, она конечно. как кислота там она сжигает всё. Вот. Больше того, они просто опасны, эти люди, как бы становятся. То есть Разумеется, любая бытовая история, да, они это все трактуют, там, это здесь я с опять, вами, знаете, как говорится, на все 100% согласна, ну, потому что ладно, ненависть у них внутри, естественно, она их проедает, потому что да, вырабатываются в любом случае определенные гормоны, которые да. организм должен успевать вывести. Но если человек Мгм. постоянно находится в этой ненависти, систематически, эти гормоны не выводятся, постоянный вот этот вот гормональный удар, он, естественно, будет Мгм. человека, разрушать. Постепенно, постепенно, но он будет разрушать. Вот. Ну и, конечно, то, о чем вы говорите, потенциальная угроза вот, просто вот этих вот, аффективного состояния по отношению к окружающим, да. Да. Вот, ну Ну что хорошо, ж, рада была вас увидеть. Еще раз спасибо. берегите Вы себя. украшение просто рулетки, украшение. Вы как эта Спасибо. ведущая музыкального киоска была такая долго такая, интеллигентнейшая дама. У вас такое сочетание, я, конечно, подслеповат, может быть, я чё то не замечаю, но вы невероятно и симпатичны, еще и интеллигентны. Ну, какое-то сочетание невозможное. Спасибо Неужели есть большое. такие люди на земле? Давайте, всех благ Всех вам. благ, до Будьте свидания. здоровы. Всех благ, Вы до просто свидания. культурное какое-то наследие, просто какой-то ценный, просто это какой чисто даже вот для человечества надо сохранить какие-то гены или там материал Будем стараться. Я буду всячески стараться. Спасибо. биологический. Будьте здоровы, дорогие. Да, до свидания. Давайте, да, да старайтесь. До свидания. Всех